Здравствуйте! Добро пожаловать на мой новый канал. Меня зовут Женя, и сегодня я просто хочу представиться и представить мой канал. Я живу в Аргентине уже 22 года. До этого мы жили на Украине, в Донецке. Семья моей мамы, они жили в Белгороде, так что я жила в Донецке, а на каникулах я ездила в Белгород. В 2001 году, в начале года, в марте, мы приехали в Аргентину с мамой, с папой и с моей сестрой. Моим родителям было около 40 лет, мне было 14, а моей сестре было 12 лет. И мы приехали практически сразу в город Сальта, который находится на северо-западе Аргентины. Там мы прожили все вместе 10 лет, после чего мои родители переехали недалеко от Мар-дель-Платы, а сестра моя уехала в Буэнос-Айрес. Я еще в Сальте осталась года 2, чтобы доучиться в университете. После того, как я закончила учебу, я поехала работать в Буэнос-Айрес, прожила там 6 лет, познакомилась там со своей парой, и уже 3,5 года мы живем в провинции Кордова. Я еще пожила 3 месяца с мамой и с папой, после того, как закончила учебу, и по работе я жила 4 месяца в Бариочи. То есть я пожила в Украине, в России 14 лет, в Аргентине 22 года, и я побывала в Чили, в Бразилии и в Мексике. Почему я решила создать этот канал? Потому что я начала замечать много новых видео от русскоязычных, и там различные вопросы и комментарии, которые мне хотелось бы разъяснить. Чтобы ответить на некоторые вопросы и понять эту страну, я считаю, что все-таки нужно много лет здесь прожить, потому что некоторые хотят высказать свои суждения через несколько месяцев, но это совсем другой этап. То есть, если вы собираетесь оставаться здесь жить на долгий срок, то такая информация, может, вам будет недостаточно, так как те, кто прожили уже полный миграционный процесс, имеем какое-то представление о том, что происходит с человеком с годами после того, как он оставляет одну страну и начинает жить в этой стране. Город, в котором я живу на сегодняшний день, называется Рио-Себашос, и он находится в 40 километрах от города Кордова, где находится моя работа. И цель этого канала, помимо миграционного процесса, рассказать, как можно жить в различных регионах Аргентины, потому что в то же время я заметила, что большинство информации исходит из Буэнос-Айреса, но Аргентина это не Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес это Аргентина, но Аргентина вся это далеко не Буэнос-Айрес. Здесь есть очень разные регионы, поэтому одна из целей этого канала — объяснить немножко эти нюансы и просто показывать, как проходит здесь мой образ жизни. Скорее всего, в следующем видео я расскажу полностью о нашей истории, как мы сюда приехали и первые месяцы проживания в Аргентине. На сегодня это все. Надеюсь, что вам будет полезен этот материал, и увидимся в следующем видео. Пока!